Странная форма блока, объем минимален до неприличия. Нет обрывов, но в ушах сидят крайне непривычно. Но наконец-то приличные амбушюры в комплекте и чистые плотные басы. Tube290, всем привет, вы на канале Польза.нет, и сегодня в ультрабыстром обзоре я не только расскажу вам о топовых ушах от известного бренда Halo, но и сразу объясню, от чего они лучше Redmi AirDots от Xiaomi, по моему мнению. Хотя, если честно, когда вы получаете в руки оба аппарата, сразу понимаете, что это одна контора. Одинаковые динамики на 7,2 мм, идентичные диоды, похожий пластик и безумно близкие друг к другу недостатки. А еще в конце видео вас ждет бонус. Я расскажу вам за 1 минуту о подделке Xiaomi-шного набора инструментов. Хотя, может быть, это и не подделка, но я стараюсь об этом не думать. Первое. Упаковка Halo — это что-то новое. Черное, дешево, но стильно. И упаковка Redmi AirDots здесь как со стеллажа гипермаркета. Меня лично радует в разы меньше. Второе. Цена. И пусть они продаются примерно в одном коридоре цен, разброс цен на Halo GT1 в разы меньше. Но это не главное. Важно, что Halo пока не подделывают, а подделок Redmi AirDots на Алиэкспрессе уже просто море. И одну из таких подделок не специально купил я, и скоро я вам о ней расскажу. Третье. Блок питания. У Halo на 310 махов, у Redmi на 300 махов. Хватает на 3 полных перезарядки ушей с запасом для тех и для других. Блок обтекаемой формы без углов. Крышки прилегают для блоков питания как у Redmi, так и у Halo не максимально плотно, но люфта и у того, и у другого бокса нет. Заряжается бокс от microUSB за 1,5 часа полностью, что один, что другой. Здесь явного фаворита нет, при том, что уши заряжаются в боксе что у Redmi, что у Halo за 1,5 часа полностью. Четвертое. Элементы управления. У Halo это сенсор, у Redmi механическая кнопка. Мне, конечно, механика больше по душе, но к чести Halo сенсор в них работает исправно, а вот функции, пусть и возможно одинаковые, но для того, чтобы появились они с Redmi AirDots, нужно будет еще поколдовать, устанавливая стороннее ПО. А вот Halo можно использовать по полной прямо из упаковки. Из функций: перелистывание треков, плей-пауза, ответ на звонок, сброс звонка и вызов голосового помощника. И кто не подписан, подписываемся. Раз в 2 недели на канале розыгрыш браслета Mi Band 4. Подписались, поставили лайк и оставили любой коммент. И вы участник розыгрыша навсегда. Мата на канале нет. Полные условия в описании к видео, как и ссылки на покупку наушников. Пятое. Цвет. Везде только черные, но так как у Redmi AirDots большие проблемы с корпусом, да, он легко трескается и царапается. Под них продают очень много чехлов различных цветов, и я не знаю, отнести это к его плюсам или к минусам. Под Halo чехлов пока нет. Шестое. Амбушюры. Я уже говорил о них в начале роликов. Halo производитель и правда положил амбушюры приличного качества, и от этого они выигрывают в звуке и удобстве по сравнению со стоковыми амбушюрами от Redmi. Седьмое. Bluetooth 5.0 и у тех, и у других. Бьет через 2 стены, прерывания отвалов нет, а вот разница в проценте брака просто космос. Сейчас уже можно об этом говорить, ведь проданных экземпляров хватает у обеих фирм. В Halo брака в разы меньше, хотя стойкое ощущение, что мы с вами сейчас тестируем практически одинаковые товары, у меня никуда не исчезло. Восьмое. Микрофон. Никому не верьте, они одинаково ужасны и в тех, и в других ушах. Вообще в таких маленьких затычках до $20 не бывает хороших микрофонов. А ввиду того, что здесь они, по моему мнению, одинаковые, тратить ваше время на примеры их работы я не буду. Девятое. Эргономика и размера наушников. По мне их как будто в одной форме отливали. Redmi, правда, слегка меньше объемом, но лично у меня в ушах удобнее сидят AirDots, хотя управление пусть и механической кнопкой каждый раз загоняет мне их в мозг, что не особо приятно. И здесь я лично из двух зол выбрать не могу. Защита от воды у бокса и у того, и у другого отсутствует. В самих наушниках Halo IPX5, в Redmi AirDots IPX4. Боксы, как вы понимаете, без защиты от влаги. Размер у бокса Halo меньше и намного удобнее для переноски в кармане джинс. Десятое. Звучание. И здесь я просто обязан упомянуть о кодеках. Дело в том, что в Halo у некоторых пользователей по неведомой мне причине автоматически подключается кодек SBC. У меня они подключаются по кодеку AAC автоматически. При том, что разницы в звучании при изменении кодеков я не слышу. Вообще и те, и другие уши звучат очень достойно. Но у Halo по мне басы намного плотнее и чище средние. По факту, если использовать одинаковые амбушюры, звук будет практически идентичен. Кроме кодеков AAC и SBC, в ушах других кодеков нет. Ну а к плюсам Redmi AirDots можно отнести то, что они играют на 80% громкости в среднем на 30 минут дольше наушников Halo. Но вот то, что в Redmi AirDots за ту же цену даже кабеля зарядки в комплект не кладут, это еще тот недостаток, по моему мнению. Вес у ушей одинаковый, по 4 грамма. В Redmi AirDots аккумулятор у наушников на 40 махов, в Halo на 45 махов.
наушников. Задержки при воспроизведении видео с YouTube нет в обеих парах наушников. К девайсам подключаются моментально, и можно использовать что в Redmi, что в Halo наушники по отдельности с разными устройствами. Возможности работать с двумя устройствами одновременно у наушников нет. Кодеки напоминают только AAC и SBC. Играют Redmi AirDots на 80% громкости максимум 3 часа 30 минут, Halo GT максимум 3 часа 5 минут. Резюмируя сегодня тем, что для себя я однозначно выбираю QCY Halo GT1. Единственный минус Halo, по моему мнению, это то, что лично у меня они не особо удобно сидят в ушах, а еще со временем ощутимо нагреваются. И теперь, что выбрал бы я между Redmi AirDots и Halo GT, вы теперь знаете. А сейчас обещанный набор инструментов от Xiaomi, который совсем не Xiaomi и даже не Midja, а фирмы Jigsun Tools. И возможно этот бренд и краундфандинг от Xiaomi, но я стараюсь об этом не думать. И продается он всегда под его видом с формулировкой значка нет, но это Xiaomi. Единственный его плюс — это компактность, а так молоток, который можно купить за 200 рублей в любом магазине. Минимум самых дешевых насадок, позорный тестер, да и вы сами все видите. Вещей суммарно там 60-2200 рублей он не стоит 100%, но это мое мнение. Самое удобное и нормальное в нем — это бокс для хранения и разводной ключ. Красная цена такой штуки 1000 рублей. Если делать такие дополнительные вставки в обзоры, пишем в комментариях и ставим лайк. В следующем обзоре вставлю, если вы одобрите нарезку про игрушку от Xiaomi робота-обезьяну и, возможно, еще обзор на Bluetooth от Meizu. Вообще у меня полно штуковин, о которых хочется рассказать, но не в отдельных обзорах. Сегодня стрим на умные часы Amazfit Bip 2, те, что Amazfit Health. На стриме розыгрыш Amazfit Bip, и кто не подписан, подписываемся. На канале за лайк и коммент вы автоматом навсегда становитесь участником розыгрыша фитнес-браслета Mi Band 4, который проходит каждые 2 недели. Полные условия всех розыгрышей, как и мои контакты, в описании к видео. Там вы также можете найти ссылки на покупку ушей, наборы инструментов и моего кэшбэка. Спасибо за просмотр, ваши комментарии и лайки. Жду всех на стриме, девайс сюда или нет, Пользанет даст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья.